Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, все, кто меня смотрит. Мой привет из солнечного Лос-Анджелеса. Сегодня в моем видео включении мы с вами будем исследовать проблему переходных нот. И попытаемся ее решить с помощью несложных упражнений, которые я выбрала специально для этого видео из собственного опыта. Проблема переходных нот, как известно, это всеобщая проблема тех, кто занимается вокалом или постановкой голоса. Да, действительно, у нас, у людей, так устроен механизм звукоизвлечения, что переход из грудного в головной резонатор в основном у большинства людей очень сильно слышим. Мышцы, которые отвечают за речевой звук, в один прекрасный момент перестают работать. Для них это слишком большое натяжение. И после этого включается другая группа мышц, которая переводит звук в головной регистр, в совершенно другую интонацию. Примерно это может звучать так, для тех, кто никогда не знал об этом. Итак, я говорю все выше и выше, я поднимаю свой голос, и вот уже мне некуда больше его тянуть. И тогда начинает звучать мой головной регистр, и мне это делать уже очень удобно, но это другой голос. В момент, когда я перехожу со ступеньки на ступеньку, делаю это не рывками, а постепенно, у меня это была очень большая проблема, над которой я работала практически 3 года. И, к сожалению, при всем уважении к моим дорогим преподавателям, никто так и не смог конкретно объяснить, как же мне перейти из моего грудного тяжелого звука в головной без потерь, так, чтобы вот этот шов был незаметен. Никто мне тогда так и не объяснил. В основном говорили, что нужно петь куда-то ближе к носу, но мой звук становился совершенно носовым, некрасивым звуком, но при этом ничего не менялось. То есть этот брейк, этот переход был по-прежнему слышен. Дело в том, что я говорю в основном грудным резонатором, и мой звук при этом тяжелый, а потом где-то от ноты ми и фа у меня начинался совершенно большой провал, и невоспитанный мой головной резонатор, не растренированный головной резонатор, ну никак не хотел помогать мне исполнять песни там, где я должна была охватывать полный потенциал. На сегодняшний день я могу спокойно переходить из грудного в головной почти без потерь. О буквах, которые вы можете использовать, я расскажу чуть-чуть позднее. Ну что ж, давайте приступим к изучению этого наболевшего для многих вопроса. Дело в том, что удобнее работать над этими нотами и тренировать мышцы перехода, тренировать мышцы при переходе, когда мы немножечко смещаем центр звука либо на переднюю стенку, либо на наш задний рот. То есть для эстрадной манеры мы будем использовать упражнения, которые смещают звук вперед, и там мы будем находить центр нашего звука и возможность переходить из грудного в головной именно через резонаторы, которые расположены в передней части головы. А для тех, кто занимается классическим вокалом, я посоветую упражнения, которые будут смещать центр звука наоборот в сторону заднего рта, и таким образом углублять, идти по задней стенке и тоже делать это, микшировать эти два регистра более спокойно и сбалансированно. Для того, чтобы ваши упражнения были более эффективны, я порекомендую использовать буквы У и И. Эти две буквы наиболее успешно тренируют гибкость мышц, а также являются лечебными буквами даже для тех, кто пытается восстановить свой голос после повреждений. Первое упражнение совершенно популярное в Америке, его придумал, ну будем считать, что он его придумал, сделал его популярным. Преподаватель здесь в Холливуде работает до сих пор, это Сет Рикс. У него здесь специальная школа, он занимается постановкой эстрадного речевого голоса. И так вот, его любимое упражнение lip trill, что называется вибрация губ. Итак, упражнение lip trill. Не у всех сразу получается такая губная трель, поэтому я рекомендую для тех, кто делает это впервые и безуспешно. Первое, положим руки на щеки и сделаем проходочку сверху вниз. Вы услышите, что при проходе сверху вниз у вас будет центральный маленький эпизод, где вы как бы меняете тактику.
вы чуть-чуть ослабеваете и уже потом опускаете звук в нижний регистр. Со стороны слушателей это практически будет незаметно, но вы как певец или как исполнитель, вы будете точно знать, где вы должны поменять эту тактику. Еще раз нажмем на щеки, спустимся сверху вниз. Вы видите, как одни мышцы перехватили работу, переняли эстафету и спускают уже звук в глубину. Я начинаю с ноты соль малой октавы. У кого инструмента нет, я по ссылочке дам возможность скачать это бесплатно на моем веб-сайте, для того, чтобы вы могли просто пользоваться уже готовым саундтреком. Итак, мы продолжаем смешивать наши регистры, грудной и головной, без потерь. И для этого мы сейчас обратимся к замечательной букве Г, которая выполняется твердым приемом Г, 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 и активирует мышцы гортани. В данной активации мы пытаемся добиться одинакового исполнения нижних нот и верхних нот в следующем упражнении. Go, 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 go. То есть я твердо упираюсь в Г, 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 go, и продолжаю с О, хорошо сформированный О. Go, 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 go. Когда я иду к верхней ноте, у меня немножко увеличивается tension, немножко увеличивается натяжение, да? Go, 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 go. И тогда мне удается достичь прекрасного баланса между нижней и верхней нотой. Но есть еще один секрет в этом упражнении. Все внимание нужно положить не на нижнюю ноту даже и не на верхнюю, а именно на средние. Потому что средние как раз попадают в вот этот эпизод с переходом. И таким образом правильное формирование этой площадки переходной дает нам возможность отлично отработать верхний звук без потерь. И поэтому я иду с нижней ноты на среднюю, слушаю внимательно свои средние ноты и пытаюсь их облегчить. Не надавить на них, а именно облегчить, немножечко откатиться от них. Go, go, go. Я делаю это очень легко, без go, go, go. Пытаюсь выпятить их вперед, но go, go, go. Я оттягиваю свой лук, go. И тогда мне легче попасть в этой же позиции в верхнюю ноту. Go, 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 go. Давайте попробуем. Скорее всего, этот регистр не будет хорошо работать для мужских голосов. Сейчас споем для мужских. Опять, после этого видео я попытаюсь вам предоставить ссылки на музыкальные файлы, саундтреки, которые будут содержать только аккомпанемент. И тогда для мужских отдельно, для женских голосов вы сможете проработать это упражнение. Что я сейчас пытаюсь объяснить, это как правильно их выполнять. То есть Г – это обязательно делать твердым, Г, не К, не проходить мимо. А О хорошо сформировано вертикально. Тогда вы попадаете как раз в необходимую струю звуковую. Go, 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 go. Или выше. Go, 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 go. То есть я натяжение go, 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 go перевожу. Надеюсь, что с этим понятно. Еще замечательное упражнение с использованием Р. В этом упражнении буква Р это даже не буква, это даже не бурение скважин, то есть нельзя будет на нее, то есть на эту букву мы не сможем опираться, мы только балансируем ее на воздушной струе. Попробуем элемент. Просто скатиться по такой спирали. А теперь мы используем р, то есть этот трель такая языковая, с кончиком языка, который касается альвеол.
р. Вот сейчас мы сделаем Я намеренно здесь использую как раз ту часть диапазона у меня, которая подвержена вот этому переходным этим звукам. У меня это происходит на нотах ре, ми и фа. Может быть, у вас как-то иначе, у каждого есть своеобразие голоса, но вот для меня эти ноты требуют большей заботы, поэтому я считаю своим переходом ре, ми и фа, вот этой центральной октавы. Для вас, возможно, это какие-то другие. Выберите их и прорабатывайте с вот этой языковой трелью. И очень легко дальше. Задача этих упражнений в легкости. По закону сопротивляемости, чем больше мы агрессивно пытаемся схватиться за нижний регистр и проорать его, тем хуже, тем более заметным будет этот переход. Теперь я дам несколько упражнений для тех, кто работает над классическим вокалом. Как я уже упоминала, у нас есть некий второй род, то есть задняя стенка гортани. Это то, где в основном формируется весь резонанс для классического оперного вокала. Итак, мы совершаем вот этот микс соединения регистров через плакательный звук. Что же нам делать? Мы попробуем сначала просто реально заплакать, проявим свои актерские способности для себя самого и заплачем совершенно. Вот так совершенно отчаянно. И вы заметите, что когда вы плачете, у вас небо как раз поднимается туда, куда нужно. И звук становится очень наполненным, эмоциональным в том числе. И тогда мы возьмем на вооружение этот плакательный звук и сделаем вот такое упражнение в миноре, которое тоже поведет нас от верхних звуков к нижним и будет миксировать наши регистры. Совсем уже грудь пойдет. То есть я опираюсь на вот этот плакательный звук и пропускаю через эту трубу звук сверху прямо вниз, без потерь. Еще для вокалистов классического жанра другое упражнение, которое тоже использует «и». Вы можете его спеть на «у» в том числе. Когда вы поете «и», у вас есть натяжение в звуке. Да? Вы зацеплены, и вы его все время подтягиваете. У вас есть компрессия в звуке. А вот «у» — это совсем другое производство звука. «У» — это пустота. Представьте, что вы бамбуковая флейта, и вы совершенно пустой внутри. У вас ничего нет, кроме воздуха, который проходит насквозь. Сделаем несколько подготовительных упражнений. У, у, у. Отпустите этот резонанс. У, у, у. Представьте, что вы филин или кукушка. У, 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 у. Главное пройти мимо вашего звука, мимо вашего голоса. У, 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 у. У, у. Совершенно без какого-то чувства пения или говорения. Итак, мы работаем сверху вниз. Флейта поет. И в момент переходных нот я еще больше вытягиваюсь, чтобы открыть этот канал. Не сжимаюсь, не показываю, что я сейчас куда-то в нос звук пошлю или я куда-то его скрючу. Чем больше вы дадите объема здесь, это и как раз пройдет мимо вот этих воротиков, которые создаются нашими зажимчиками.
И вот так воздухом нас уносит. Потом снизу. Вот это разработка гладкости и подвижности ваших звуковых мышц, которые потом будут применяться уже в тональных упражнениях, в гармонических упражнениях. Например, в таком. Сейчас делала вариации между минором и мажором, используя такое маленькое арпеджио. И таким образом переходная нота постоянно попадала под мой интерес, под мой контакт. Сначала она была минорная, мажорная, минорная, мажорная. И как раз в середине я активно работала с переходными нотами с помощью гласных и у. Вот такое упражнение тоже оно годится и для эстрадников, и для классических вокалистов. Довольно интересное, необычное упражнение, пугающее необычное упражнение, которое называется cat. Те, кто говорит на английском языке или хотя бы слышал, это, как произносятся слова в английском языке, знают, что американский, особенно вот английский, он такой выпеченный вперед. И поэтому cat у них звучит не как cat, а как cat, с большой челюстью, cat. Особенно здесь, в Калифорнии, люди любят разговаривать вот так. И они как-то так тебе говорят что-то, и у них так челюсть очень свободная. И вот в этом cat мы сейчас найдем интерес для того, чтобы сделать переход из грудного в головной. Я называю это растяжка. Будет потрясающее растяжение, но делать его нужно осторожно, без усилий. Опять же, все упражнения, которые разрабатывают, это не пение. Это просто подготовительные упражнения. То есть на них нельзя терять свою силу, нельзя их мучить, эти упражнения. Давайте делать их спокойно и наблюдать, как наш организм плавно переходит из одного состояния в другое. То есть с удовольствием. В этом cat глиссандо я прохожу через среднюю ноту, и вот она как раз наш камень преткновения. В этой ноте нужно почувствовать, что язык вываливается вперед. Вот так. Как будто бы вам сделали анестезию. Еще волну сделаем. Язык все время вперед. И последнее. В начале выполнения этого упражнения вам катастрофически придется бороться с этим языком, который по обычаю своему в букве будет хотеть опрокинуться назад. И как раз это и помешает вам выйти в головной резонатор без потерь. Так вот, если вы научите ваш язык сидеть там спокойно, безучастно и не мешать вам работать, то есть ваш язык лежит отдельно от вашего голоса. И как раз это даст вам возможность задействовать другие мышцы, которые уже не имеют. Мышцы вот здесь, шеи, ваше дыхание сразу заработает. И эти мышцы как раз обеспечат вам правильный переход из одного регистра в другой. И сделать это соединение более удобным и незаметным. И замечательное последнее упражнение с использованием буквы Б. Б в этом упражнении не должно звучать как Б, или Ба, или Бо, или что-то еще после Б. Б – это вакуум, это закрышка. Это ваш вакуум, это ваша воздушная струя, которая не дает вырваться наружу. И вот таким образом сейчас мы проработаем все на губе. Вакуум. Сейчас именно
именно вот с этой зоной, которая является переходной. Это вакуум, еще раз напоминаю, это не б, все вывалилось, а закрышка. Б. Я держу себя в тонусе, б, и пою как бы под губой. Б. В этом идея. То есть это очень легкий, спокойный звук, который активирует. И таким образом происходит задействование правильных мышц для смешения вот этих вот регистров и, соответственно, перехода из резонатора в резонатор. Ну что ж, суммируя сегодняшнее занятие, я еще раз напомню, что работать над звуком надо, не принуждая его, без излишних усилий, делать это мягко и спокойно, наблюдать больше, чем, так сказать, толкать ваш голос в неизвестном направлении. Далее в этом упражнении мы задействовали согласные Б, Г, Р и гласные И, У, как наиболее благоприятные для того, чтобы смешивать регистры. А потом вы уже сможете на основе того, что вы для себя открыли, ваших удобных ощущений, подмешивать другие гласные и согласные, но сохраняя этот необходимый баланс. Надеюсь, что вам понравились упражнения и они для вас будут полезны. Я опубликую ссылку на мой веб-сайт, где вы сможете бесплатно скачать аккомпанемент, если вы сами не сможете аккомпанировать себе. Этот аккомпанемент будет для мужских и женских голосов. А я желаю вам хорошего настроения, вокальных успехов и давайте встречаться чаще. Подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте и в Фейсбуке. С вами была Юлия Полярская. Всего доброго, до новых встреч!